Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала и ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на октябрь для восходящих солнечных лунных близнецов. Если вы знаете точное время своего рождения, свой восходящий знак, то вы можете смотреть по восходящему знаку. Если не знаете точное время своего рождения, то можете ориентироваться на те даты, которые я прописала под каждым видео, потому что в эти даты Солнце находилось в том или ином знаке. Как построить свой гороскоп в ведическом стиле, как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую я вам сейчас прикреплю, и ссылка будет также в описании, в комментариях к этому видео, и в описании, в комментариях к этому видео всегда есть ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, на длительное обучение, либо на составление личного гороскопа. Также я бы хотела напомнить, что мне всегда очень важна ваша поддержка для развития канала, потому что если вы не реагируете на контент, не ставите лайки, не комментируете, не пересылаете никому, а просто посмотрели, закрыли, забыли, то в таком случае YouTube просто перестает вам постепенно предлагать это видео, и канал начинает постепенно сходить на нет. То есть очень важна ваша поддержка. Я буду очень благодарна, если вы будете меня поддерживать. Теперь давайте говорить о тенденциях октября 2025 года для близнецов. 3 октября управитель всего вашего гороскопа Меркурий заходит в ваш 5-й дом гороскопа и будет там до 24 октября. И Меркурий, главное для вас планета, это хозяин всего вашего гороскопа, поэтому положение Меркурия — это направление ваше, куда вы будете направлены в первую очередь. 5-й дом — это дом романтики, дом влюбленностей, дом учебы, дом детей, дом развлечений, различных мероприятий. Поэтому наступает такая тенденция, что в октябре вы будете стремиться больше развлекаться, отдыхать, ходить на какие-то концерты, выставки, мероприятия. Возможно, будет даже чувство влюбленности, ощущение влюбленности. Если у вас есть дети, то это будет большое количество общения с детьми, будете много с ними времени проводить, либо по телефону разговаривать, переписываться, а также, может быть, узнавать про какую-то учебу, выбирать какое-то обучение, либо просто учиться, чем-то творческим заниматься. Есть тенденция, что, возможно, где-то вы будете выступать. Дальше тоже я вам расскажу. То есть такая направленность больше на отдых и творческую самореализацию. Но еще Меркурий дает указание на то, что близнецы могут получить какой-то доход от недвижимости, от транспорта. И вообще, знаете, такое, Меркурий управляет у вас еще 4-м домом внутреннего счастья. И вот он будет идти по 5-му дому гороскопа. Это такое, знаете, положение, как будто бы вы очень сильно хотите себя развлечь. Очень сильно хотите себя развеселить и будете делать все для того, чтобы как-то развеяться, расслабиться, отдохнуть и так далее. И, может быть, мама, кстати, тоже где-то будет помогать, либо финансами, либо если у вас есть дети, то ваша мама может помочь вам с детьми, присмотреть за ними. Может быть такой немножко ремонт, какие-то мелочи, коллекции какие-то перебрать, расставить, какую-то инвентаризацию сделать, ну такую творческую какую-то. Больше вот какие-то фигурки, коллекции порассматривать, книги, может быть, порасставлять, повыбирать и так далее. 7 октября состоится полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа, доме, который отвечает за статус, карьеру, репутацию, за работу. И полнолуние в 10-м доме гороскопа может менять что-то в работе. В некоторых случаях это может быть смена работы, также это смена статуса. Это может быть получение каких-то документов, меняющих ваш статус, или замена каких-то документов, допустим, поменять свидетельство о рождении, поменять свидетельство о браке, паспорт поменять, контракт. Ну, про контракт тут как бы не очень тенденции, а вот такие документы, удостоверяющие личность, вполне у вас могут в этот период поменяться. Полнолуние в 10-м доме гороскопа может давать проживание временное какое-то не дома. С 9 октября по 2 ноября Венера зайдет в ваш 4-й дом гороскопа, и это 99%, что у вас будет какая-то дальняя поездка. И она может быть такая, знаете, не до конца вас удовлетворяющая, потому что Венера будет находиться в знаке своего падения. Но все равно она может быть скорее развлекательного характера такого. Также это может быть посещение больниц, посещение санаториев, каких-то таких
заведений, типа пансионатов и так далее. Вообще еще Венера в 4 доме гороскопа, как и Меркурий в 5, тоже указывает на то, что у вас будет желание вот развлечь себя, развлечь, повысить свой психологический комфорт. Вы станете более обаятельны по нескольким параметрам по гороскопу. Здесь указание, что вы можете обладать таким повышенным обаянием в этот период времени. И Венера дает еще по 4 дому гороскопа такую тенденцию на то, чтобы украшать место жительства. То есть, возможно, шторы какие-то вешать, возможно, текстиль выбирать, возможно, цветы сажать, возможно, еще каким-то образом, но вот украшения. Есть тенденция на то, что могут быть перемены в транспорте, скорее даже продажа, возможно, либо вы, может быть, кому-то во временное пользование можете транспорт дать, потому что у вас есть тенденция, что вы еще за это деньги получите, либо свое жилье тоже во временную аренду, во временное пользование кому-то дать. И если, допустим, вы живете с мамой, то может быть временная разлука с мамой. С 17 октября по 16 ноября Солнце будет идти по вашему 5 дому гороскопа. И Солнце в 5 доме гороскопа вот про то же, то есть 5 дом, дом развлечений, выступлений, публичности тоже, и романов, влюбленности, детей, учебы. И транзит Солнца по 5 дому гороскопа может давать вам такое, что вы где-то выступите на сцене, например, либо какую-то публичную вам, не знаю, может быть, в фильме каком-то сниметесь условно, или что-то сделаете такое. Здесь есть тенденция на оформление документов, на учебу, на детей, на продукты своего творчества, на то, что у вас может быть много коротких поездок, связанных именно с учебой, с детьми, с творчеством, а может быть даже друзья какие-то по учебе, по творчеству тоже, либо, может быть, вы будете там с другими родителями, например, объединяться в какие-то коллективы по именно вопросам детей. То есть какая-то вот такая творческая активность. Может быть, вы экскурсии какие-то будете организовывать и повезете, например, кого-то. Вот что-то такое может быть. Организация какого-то отдыха, планирование какого-то отдыха и по Меркурию тоже, и по Солнцу, и по Венере, в принципе, тоже. То есть, возможно, какие-то путешествия экскурсионные даже. Солнце в 5 доме вообще может еще прояснить что-то, связанное с вашей учебой, связанное с вашим творчеством, с вашими проектами, с вашими влюбленностями и романами, с вашими, возможно, свиданиями, с вашими проектами. Ну, проектами, наверное, я уже сказала. Ну, то есть что-то может проясниться. Возможно, вы чего-то ожидаете, какого-то решения, какой-то ясности, и она может наступить. С 18 октября наступит такое пробное, благословенное время для вас, потому что 18 октября в ваш 2 дом гороскопа зайдет Юпитер. Юпитер у нас меняет знак раз примерно в год, но в этот раз у нас Юпитер, кстати, менял знак в начале года, в мае, по-моему, и он, в принципе, в знаке зодиака Близнецы будет еще до середины 2026 года. Ну вот буквально на 3 месяца он зайдет в знак зодиака Рак. До 11 ноября он будет в прямом движении, потом в ретроградном. И по сути, это как бы такой пробный период, но Юпитер во 2 доме у вас будет в доме денег. Юпитер – планета денег, финансов, благополучия, удачи. Поэтому на этот период вы можете почувствовать рост доходов, возможно, повысится уровень оплаты труда, либо какие-то значительные выплаты. Юпитер как будто бы расширяет вашу семью, увеличивает количество людей в вашей семье, детей даже количество в вашей семье. Ну, то есть, может быть, допустим, кто-то, родственники приезжают с детьми, и становится просто очень много детей, которые у вас живут. Но также может быть такое, что у вас повышается уровень оплаты труда, ставка, особенно если вы на окладе каком-то. И еще, знаете, возможно, вам по работе нужно будет практиковать иностранные языки, либо практиковать просто тренироваться, говорить, речь какую-то оттачивать. Возможно, придется какие-то такие наставнические даже на себя брать функции, кого-то обучать, что-то такое. Но Юпитер в работе тоже вносит какие-то перемены, скорее благоприятного характера, но это будет как бы такой пробный период ненадолго, потому что в следующем году все равно Юпитер вернется в предыдущий дом, и только через почти год он поменяет уже знак на этот 2 дом гороскопа, а у вас сейчас как бы какой-то пробный период, может быть, вы попробуете что-то сделать. Но я постараюсь про транзит Юпитера записать еще отдельное видео.
21 октября состоится в вашем пятом доме гороскопа новолуние, в этом же самом доме творчества детей, развлечения, обучения, влюбленностей. Поэтому, скорее всего, новолуние в пятом доме гороскопа даст вам какое-то развлечение, возможно, там посещение концерта, выставки, мероприятия, праздника какого-то. Но также у кого-то из близнецов это может быть зачатие, рождение ребенка, это может быть старт творческого проекта, начало учебы. А с 24 октября по 23 ноября, после периода отдыха, после периода транзита Меркурия по пятому дому гороскопа, начинается такое активное включение в работу, потому что шестой дом – это дом режима, дом труда, дом сервиса, дом врагов, долгов, болезней. И когда управитель всего нашего гороскопа идет по шестому дому гороскопа, мы включаемся в такую борьбу, может быть, налаживание режима дня, может быть, поиск работы у кого-то из близнецов в этот период активен. Также, может быть, интерес, нужно почитать, поузнавать, по лекарства какие-то, походить на обследование, потому что это шестой дом, это и поликлиники тоже, то есть активно ходить по врачам, активно что-то там консультироваться. У кого-то, может быть, даже судебные какие-то вопросы, у кого-то кредитные вопросы, спортивные, может быть, на спорт пойти. Также транзит Меркурия по шестому дому гороскопа тоже дает поездки, но эти поездки уже такие, знаете, как командировка по рабочим делам, возможно, даже у кого-то где-то личное обследование в больницу. И, может быть, еще нужна будет ваша помощь маме. И Меркурий тоже дает вот какую-то здесь опять тенденцию про какие-то ремонты, может быть, что-то такое, но здесь еще и помощь маме, может быть, с ней тоже походить, может быть, ей нужно будет по каким-то поликлиникам или таким каким-то организациям походить, и вы будете в этом участвовать. И с 27 октября по 7 декабря в ваш шестой дом гороскопа заходит Марс. И вот Марс, он подтверждает, знаете, может быть, у вас будет запланирована какая-то хирургическая операция, какое-то вмешательство, потому что Марс – это планета колюще-режущих предметов, и шестой дом – это дом лечения, поэтому может быть что-то такое. Помимо этого, это тоже про спорт, про какую-то борьбу, соревнование, конкуренцию, возможно, где-то нужно будет отстаивать свое мнение. Кроме этого, могут очень активно меняться планы на будущее. И в работе тоже это может быть какая-то, знаете, период составления планов по работе, период изменений планов по работе. И вообще я бы сказала, что здесь есть тенденция, что вы можете, например, свою работу в этот период связывать с какими-то сообществами людей. То есть, например, войти в профсоюз, либо профсоюз вас к себе зазывает какой-то, либо какая-то партия, либо какая-то организация наподобие состава учредителей, что-то такое. Ну, в общем и целом, Марс дает силу бороться, силу преодолевать препятствия, поэтому этот период, конец октября и ноябрь даже, это, скорее всего, период, когда вы переделаете очень много дел, будете очень активно вовлечены в такие, знаете, рутинные, накопившиеся вопросы, то, что вы давно откладывали, то, что вы давно не решали и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на октябрь 2025 года для восходящих близнецов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.